Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Интересная статья в издании ЗЗ. Ереван бежит с российского тонущего корабля. Но это правильно, что в Армении поняли, что это уже Россия, это тонущий корабль. Пашинян тоже, как сказать, не дурак, понимает, что Армения лучше сейчас начать сотрудничество с американцами, потому что от Путина никакого толку нет. Сейчас я ознакомлю, что здесь пишут подробнее. Армяне решили найти себе новую империю, лишь бы как можно дальше убежать от России. Как передает АЗЗ, премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается сегодня спешно покинуть увязший в войне с Украиной тонущий российский корабль и пристроиться поудобнее к Западу. Это точно, да. Так, об этом заявил Асим Молазаде, комментируя итоги прошедшего в Ереване саммита глав стран-членов АДКБ. Сегодня все наблюдают ситуацию, когда Россия слабеет и терпит очень серьезный кризис, связанный с войной в Украине. Да, там кризис страшный будет в России скоро. И в этом плане появились очень яркие симптомы того, что армяне решили найти себе новую империю. Возможно, это будет ее сестра Франция. О, интересный вариант. Или кто-то либо еще, но лишь бы как можно дальше убежать от России. Правда, пока в Армении располагается самая большая военная база России в Гюмри, да. Я думаю, что эти шаги будут делаться с оглядкой, с осторожностью. Но вчера господин Пашинян показал просто чудеса храбрости, отказавшись подписать документы по итогам саммита ДКБ в Ереване. Да, Пашинян удивил многих, понимаете. Все его считали трусливым таким, как сказать, а тут выступил так смело против Путина, против Лукашенко. Точно все удивлены были. Так, и я думаю, что это очень серьезный шаг к направлению, как сказать, все уйти от России, подчеркнул политик. Парламентарий отметил, что явное нежелание Еревана продвигаться в направлении подписания мирного договора с Азербайджаном. Мы не видим никакого серьезного прогресса в направлении подписания мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Идут игры со стороны Еревана с целью каким-то образом продлить эту ситуацию, чтобы разобраться с тем, что вообще происходит, сказал председатель партии демократических реформ Асим Молазаде. Пашинян свою игру ведет такую, да, он такой оказался не дурачок, понял, что сейчас скоро Россия утонет, там, может, и Путина скоро сместят, уже, может, такая информация, недолго ему осталось. Он понял, что с ним дела лучше и не иметь, с Францией, там, с Америкой, еще с какими-нибудь такими странами, кто посерьезнее поможет ему в вопросе конфликта с Азербайджаном. Ну и вот Игорь Караченко еще заявил, армяне нарываются на новую операцию возмездия. Ну и к этому идет все. Я смотрю, обстановка накаляется уже, Ильхам Алиев нервничает. И вот Игорь Караченко заявил, скоро будет операция возмездия. По мнению известного российского военного эксперта, Пашинян может в любой момент отказаться от всех договоренностей. Так, об этом заявил редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко, прокомментировав порталу «Москва-Баку» разницу между лидерами Азербайджана и Армении. Так, посмотрим, что Караченко сказал. Если Алиев сказал «да», то это значит «да», будет подписано, подкреплено практической политикой. А Пашинян, если говорит «да», это ничего не подкреплено. Он может в любой момент отказаться от всех договоренностей, либо заняться какой-бы демагогией вокруг этих вопросов. Для Путина было важно сверить с Алиевым повестку. Возможно, разговор шел о отдельных нюансах, что происходит на земле. Алиев мог сказать, понимаете, такая тут ситуация. Постоянно обстреливают, мы суверенная страна, стараемся вести себя сдержанно. Ну, можно раз, два, три проигнорировать, но когда это превращается в систему, мы вынуждены отвечать. Ну а как иначе? Такое ощущение, что Армения и армянские незаконные вооруженные формирования перед саммитом АДКБ для этого активно обстреливали азербайджанские позиции, чтобы Азербайджан вновь провел операцию возмездия. В общем, вот такие новости. Да, я думаю, что-то такое уже
будет намечаться уже каждый день эти обстрелы. И со стороны здесь идут армяне, постоянно обстреливают азербайджанские позиции. В Карабахе тоже уже вооружение, я вчера ролик выпустил, подтянули нереально, уже готовятся к боям. Говорю, что-то уже будет. Какие-то большие перемены здесь. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.